Разбор домашки про LookDev, которую почти никто не сделал. То есть все спрашивают про LookDev, но никто ничего не хочет делать. Примерно так. Ссылка на готовый файл проекта будет в соответствующем посте в Телеграме, а ссылка на Телеграм под этим видео. Задача была, вдохновившись рефом, сделать что-то вокруг флуоресцентных ламп. Вообще задачка была на красивый рендер. Но и замоделить лампы в Houdini тоже предлагалось. Поэтому начнем с моделинга, потом соберем какую-то базовую композицию, потом сделаем из этого всего красивый рендер. Совершенно логично, что начать моделинг лампы флуоресцентной придется с ноды Tube. Потому что, в общем-то, на Tube это больше всего она и похожа. Можно вместо Tube начать с лайна. В общем-то, примерно то же самое мы на выходе получим. Просто теперь нам нужно будет использовать, например, Sweep. Вот здесь выбирать Round Tube и получать примерно такую же трубу, только в две ноды. Мне чуть-чуть больше нравится создавать лампу из линии, покажу чуть попозже почему. По умолчанию длина линии у нас 1 метр. И это вроде как вполне себе подходит под плюс-минус реалистичную лампочку. А вот толщина, очевидно, конская. Пойдем в ноду Sweep и поправим здесь радиус. Если верить поиску, стандартный диаметр колбы 16 мм. Поэтому введем сюда 2 нуля и 8. Получим 8 по радиусу, то есть 16 в диаметре. И вот у нас вполне себе правдоподобная труба. Нам будет абсолютно плевать на количество полигонов, просто увеличим количество колонок для плавности до максимума по этому слайдеру 24. А может быть в будущем даже еще поднимем. Обычно удобнее работать, когда объект центрирован в ноли, поэтому добавим ноду Match Size аккурат перед свипом. Ну и для того, чтобы потом можно было спокойно нарисовать вот эти вот шапочки металлические, не знаю, как они называются, кончики, и забулить эту трубу по этим шапочкам, мы включим Single Polygon, закроем вот так вот верхние и нижние торцы. Нам ничего не мешает сделать сразу еще одну копию свипа, сделать здесь радиус чуть-чуть поменьше, допустим 6, и это будет наша внутренняя трубка. Ей не нужны кэпы, то есть вот так более чем достаточно, но это мы еще посмотрим. В будущем, возможно, если мы просто накинем сюда эмиссив материал, будет не так эффективно, как если закрыть полигонами верх и низ и целиком преобразовать весь объект в источник света. Пока держим это в уме. Теперь сделаем крышечки. Например, поиспользуем ноду Carve вот на этой вот чудесной прямой. Нода Carve позволяет из всей прямой забрать только какой-то кусочек. Ну, в данном случае возьмем, например, верхушку, поставим здесь, я думаю, что где-нибудь 98, потому что вот такой вот отрезок в 2 сантиметра нас более чем устроит для вот этой вот крышечки. Этой обрезанной линии применяем тот же самый свип, то есть как-то вот так, только здесь поставим чуть-чуть, ну вот прям совсем чуть-чуть побольше радиус. Может быть, даже меньше, чем вот настолько чуть-чуть. Это у нас типа верхняя крышка, и как будто бы 2 сантиметра все-таки много, поэтому поставим здесь 99. Будет 1 сантиметр. С помощью ноды Group выберем нижнюю грань. Это у нас по нормалям. Нам нужно -1, 0 и поменьше angle. Как-то вот так. Пускай это будет bottom, и мы просто этот bottom удалим с помощью ноды Blast. То есть вот так. Крышка у нас точно скругленная сверху, поэтому Polybevel. В Polybevel указываем какое-то, вот, наверное, поменьше значение. Может быть, даже еще меньше, типа такого. Обязательно в Exclusion ставим какое-то количество угла, ой-ой-ой, чтобы у нас вот эти вот эджи ни в коем случае не бывались. Ну и вот это выглядит как что-то приемлемое. На топологию и на polycount нам плевать, нам лишь бы красиво. Поэтому поставим Divisions 4, а может быть даже 8. Ну, как-то вот так. Я еще говорил, что мы, возможно, увеличим и вот это вот деление. Вот в этом свипе и вот в этом выделяем их вместе и ставим сюда, допустим, 48. Можем даже 96 поставить. Уху. Ну вот, чтобы совсем мягенько. Это, кстати, был хинт, что можно несколько нод одновременно выделить и один и тот же параметр в них поменять. Когда у нас есть вот такая вот крышка, мы ее должны немножечко отэкструдить внутрь, чтобы у нас появилась толщина. Это много. Ну, наверное, вот как раз там на миллиметр вполне нас, наверное, устроит.
только нам надо сделать output back, и получим мы вот такую крышку. Естественно, ее надо реверс, чтобы нормальки развернулись как надо. И теперь у нас есть вот такая вот крыженция. Чтобы эта крыженция была совсем-совсем реалистичной, нам нужно добавить деталей. Но еще до деталей мы можем попробовать забулить вот эту основную форму, то есть добавить сюда boolean и вычесть нашу крыженцию. Получается, к сожалению, что-то вот такое. Так происходит по понятной причине. Мы из вот этой формы вычитаем вот такую. То есть, то есть вот так. У нас есть кусочек, где нет пересечения. Соответственно, как мы это можем порешать? Ну, первый, самый простой вариант, чуть-чуть, допустим, выдавить вот эти крышечки наверх. Ну, просто чтобы там на высоту, допустим, бевела мы поднялись выше. Второй вариант, чуть-чуть укоротить исходную трубу. Если мы все-таки хотим, чтобы финальная длина этой лампы была равна длине исходной линии, то логично именно эту линию тут чуть-чуть укоротить. Ну, сделаем это простым трансформом, так как у нас длина очень удобная, она равна 1 метру, мы можем просто scale здесь немножечко поменять. Ну, допустим, там 999 поставить. Вот, и это должно нас полностью спасти. Ну вот, спасает. Вот так. Чтобы здесь получился плавный переход, нам, естественно, нужен polybevel. Добавляем его сюда, увеличиваем дистанцию. Естественно, нам надо включить будет... Ну, как-то вот так. Естественно, надо включить Ignore Flat Edges хотя бы на 15. Поменьше, еще поменьше. Может быть, вот так. Ну, вот что-то, я думаю, типа такого нас должно устроить. То есть очень маленькое скругление. Естественно, мы поставим побольше дивизий. Вот так. И это должно выглядеть более чем приемлемо. Я бы только дивизий никогда не ставил бы нечетное количество. Ну, просто так, на всякий случай. Быстренько посмотрим вместе. Вот так это выглядит. Вроде неплохо. Естественно, крышечку надо будет скруглить. Можем пока что... Можем пока что вот этот bevel накинуть и на крышечку тоже. Просто чтобы посмотреть, как вместе выглядит. Ну, как будто бы более-менее похоже на то, что нам нужно. Хотя я тут посмотрел еще раз на референсы и понял, что крышечка у нас, наоборот, меньше, чем сама колба. Тогда мы, используя все тот же самый сетап, должны немножко переделать процесс. Ну, во-первых, вот этот свип у нас должен быть не больше, а чуть-чуть меньше. Ну, пускай он будет 78. Вот так. Она, естественно, сразу провалилась внутрь. Дальше, когда мы делаем крышку, мы сначала делаем вот это скругление, которое, собственно, нам и мешает, а потом уже делаем выдавливание внутрь. И потом, после еще одного скругления, у нас получается вполне себе сносная крышка. Но для булиана такая крышка, которая еще и меньше нашего нужного диаметра, нам точно не подходит. А значит, мы просто сдвинем вот это все сюда, и там, где у нас появился blast, то есть осталась вот такая вот подходящая форма, сделаем две другие операции специально для булиана. Сделаем сначала пик, чтобы чуть-чуть расширить нашу исходную геометрию, только желательно прям действительно чуть-чуть, на буквально чуть-чуть, ну пускай будет на 2 мм. А потом сделаем полиэкструд. Но этот полиэкструд мы сделаем как раз больше, то есть на те самые 3 мм. 3 мм это вот эти два. И вот этот оригинальный 1. Естественно, тоже добавим ноду reverse и вот это уже подключим в boolean. Получим вот такой вот результат. И это уже сильно больше похоже на то, что в рефе. Единственное, что точно смущает, на крышке вот этот bevel должен быть поменьше. Сделаем его, соответственно, более острым. И вот это прям похоже. Хотя вот этот bevel, наверное, можно сделать побольше, наоборот, чтобы было поплавнее. Ну вот. Как-то типа так. Теперь надо сделать вот здесь прямоугольную выемку. Опять воспользуемся исходной линией. Скопируем вот этот карв сюда и поставим здесь какое-то совсем крохотное значение, чтобы получилась очень-очень масенькая линия. И сюда нам также нужен свип, но этот свип должен быть меньше вот этого свипа на размер вот этого бевела, то есть бевела крышки. Почему? Чтобы у нас прямоугольник прорисовался вот здесь вот внутри, не заступал на сглаженную часть. Сначала скопируем вот этот вот исходный радиус, вставим его вот сюда в свип в новый, потом возьмем радиус polybevel, copy параметр, и вставим его сюда через минус. Минус и past relative reference. Вот. У нас, соответственно, вот свип номер 1 и вот свип номер 2. Он стал поменьше. Если мы посмотрим на вот этот результат, наш новый свип как раз стал по форме
вот этого вот бевела. Ну и я бы на всякий случай вычел еще небольшое какое-нибудь значение, типа вот так, чтобы еще и немножко отступить, наверное, поменьше. Красиво. Теперь надо этот диск пересечь с параллелепипедом. Параллелепипед — это у нас бокс. Если бокс воткнуть вот так, то он создастся по форме нашего диска. То есть, если не втыкать ничего в первый вход, то бокс будет просто боксом. Если втыкать, то бокс будет рамкой вокруг того объекта, который в него воткнули. Ну и теперь можно добавить трансформ. По любой из осей сделать scale, допустим, 0,2. Или, может быть, 0,3. Да, 0,3 как будто бы похоже. С помощью булиана мы пересечем одно с другим. То есть сделаем вот так и поменяем здесь режим на intersect. Вроде окей. И вот эта форма у нас радостно едет вниз, где у нас есть крышечка, из которой мы с помощью булиана, то есть вот так, вычитаем наш только что образованный прямоугольник. Единственная проблема, он у нас очень глубокий, прям слишком глубокий, поэтому поставим здесь еще одну девяточку. Получим вот такое вот милое непонятно что. Выглядит как будто бы вполне себе сносно. Самое время нажать Shift-S и сделать вот такие вот скругления на все линии, потому что так симпатичнее. В рефе еще у нас две такие ямки и два штырька. Сделаем их. Кубики, чтобы сделать выемки, мы разместим по точкам. Чтобы сделать точки, мы сделаем очередной свип. Переключим его в ribbon. Ribbon — это у нас просто полосонька. Сделаем здесь одну колонку, получим, если включить отображение точек, ровно две точки в начале и в конце. Но только, естественно, конскую ширину, но с этим мы сейчас разберемся. А еще на всякий случай напоминаю, что вот здесь у нас есть карв. Он очень маленький, но не равен нулю. А значит, здесь, скорее всего, будет 4 точки. То есть они вот здесь вот там на небольшой высоте, вот их есть. С этим мы сейчас разберемся, но сначала надо разобраться с вот этой вот толщиной. Например, можно сюда поставить единичку, а потом через трансформ поменять два скейла на тот, который нам нужен. 2, потому что мы условно не гарантируем, что у нас именно вот так расположится в такой ориентации в будущем эта линия, поэтому сожмем и вот так, то есть по двум осям, кроме y. Ну и значение должно быть какое-то типа, допустим, вот этого радиуса. Копируем параметр, вставляем его вот сюда и вот сюда. Ну вот. Проверяем. У нас было вот так. Теперь у нас две точки. Ну и раз уж пошла такая пьянка, то относительно вертикальной оси повернем на 90 градусов, чтобы эти точки были направлены в другой плоскости, чем вот этот вот прямоугольник, который мы до этого рисовали. Ну и до трансформа добавим сюда ноду Fuse с таким значением, чтобы у нас из двух точек, то есть 4, получилось 2. Сейчас пока получается 0. Стандартного значения хватит, только добавим галочку Keep Fused Points, чтобы точки остались в принципе после фьюза. Ну и вот здесь у нас остается две точки. Все прекрасно, это ровно то, что нам нужно. Две точки, расположенные где-то там в нужных местах. Теперь на них только надо разместить кубики. Рисуем какой-нибудь крохотный кубик. Типа крохотный, прям совсем. Типа... Наверное, такой какой-нибудь. И сразу, чтобы видеть это в реальном размере, делаем copy to points. Вот этот вот кубик даем как геометрию, а вот эти точки даем как точки. Видимо, кубик все-таки маловат. Типа так, наверное, вот так. Ну и вроде окей. Я нижнюю часть кубика чуть-чуть трансформирую, сделаю это руками, просто потому что мне уже лень собирать еще одну систему с группами. Просто вот так выберу низ и сделаю чуть-чуть меньше скейла тут и вот тут. Тоже по двум осям. Может быть побольше. Ну вот, похоже. И вот эти кубики мы теперь повторным булианом вот так вырежем еще раз из крышки. Получается что-то похожее. Вроде как в рефе они чуть-чуть подальше и чуть-чуть побольше. Ну, чуть-чуть побольше это просто. Вот так. Они еще не такие глубокие. Это мы тоже сейчас починим. Как-то вот. Ну, а подальше это вот здесь в трансформе мы просто можем
что-то прибавить. Пускай будет 0,02. Да, и вот это уже более чем похоже на нужную нам крышку. Судя по рефу, еще вот сюда надо добавить polybevel и немножко скруглить края. Ну, естественно, тут опять значение будет коняча. Типа вот так. Может быть, вот так. Ну, что-то типа того. И, естественно, дивизий побольше. На верхние вот эти граньки я сейчас не обращаю внимания, мы их попозже все скруглим разом. Мы теперь повторим вот эти вот 3 операции, только в трансформе уберем поворот, чтобы получить новые 2 точки, но направленные как раз как нам примерно нужно для штырьков. Ну и логично, что на эти точки нам надо нарисовать штырьки. Сделаем в этот раз новую линию, сделаем ей какое-то очень маленькое значение. Допускаю, что там, наверное, миллиметра 3. Ну вот типа того. И сразу эти линии через, опять же, copy to points скопируем на вот эти вот получившиеся точки. То есть вот так. Ну вот, вроде вполне себе штырьки. Штырьки, правда, друг от друга на большом расстоянии. Добавим вот здесь какое-нибудь значение поменьше. Типа так. Может быть, даже просто уберем вообще этот плюс целиком. Должно быть окей. И теперь вот на эту линию сделаем sweep. Здесь поставим roundTube. Получим что-то космически огромное. Нам такое не нужно. Нам нужно совсем крохотное. Это как будто бы слишком мало. Наверное, вот так. И с помощью скейла, то есть вот этой галочки, сделаем форму, которая нам подойдет. Там примерно как-то вот так. И если мне не изменяет память, как-то типа вот так. Только ничего не происходит, потому что у нас недостаточно делений вертикальных. Поэтому идем в line и увеличим здесь количество точек. Получаем что-то вот типа такого. Докручиваем немножко формы. Они там какие-то вот как будто бы примерно такие. Очень сильно могу ошибаться по формам этой фигни. Ну, наверное, что-то типа. И, естественно, поставим здесь кэпы, поставим в данном случае grid, чтобы у нас были такие приятные окружности. Ну и тут, естественно, тоже можно количество колонок увеличить, чтобы было больше полигонажа, чтобы все смотрелось поплавнее. Дальше мы сделаем 2 наглости. Первое, мы возьмем ноду пик, подставим ее после наших вот этих вот пипирок. Сделаем здесь совсем крохотную дистанцию. Типа так. И вот это поиспользуем опять как новый boolean. Подключайся. Чтобы вырезать чуть-чуть из нашего объема. Ну, чтобы там такая впадинка получилась. А сами непосредственно штырьки мы просто добавим вот сюда в ноду merge. Если бесит вот эти пересечения, с альтом прожимаем, ставим вот такую точку и раскладываем, как нам удобно. Просто, чтобы посмотреть, как все это вместе выглядит. Ну, вроде приемлемо. Мне кажется, что штырьки слишком тонкие и слишком далеко. Тонкие — это вот этот изначальный радиус, то есть вот как-то так, может быть даже чуть побольше, как-то вот так. Может быть даже чуть-чуть подлиннее, как-то так. Но вот здесь в трансформе можно добавить какое-то отрицательное значение, чтобы их поставить поближе. Наверное, поменьше. Ну вот. На всякий случай добавлю его и в первое значение тоже. Ура! Теперь осталось только на крышке скруглить чуть-чуть верхние грани. И так как у нас тут уже довольно корявая топология, скорее всего, если мы будем использовать бевелы, все начнет сильно ломаться. Но попытка не пытка. Берем быстро polybevel, вставляем вот сюда. Делаем какое-то очень небольшое значение. Делаем exclusions. Делаем здесь какие-нибудь 45 градусов. Значение все равно слишком большое. Типа так. Видим, что все довольно сильно ломается. Может быть поменьше. Может быть даже еще поменьше. Ну вот как-то, наверное, так. Но все равно не очень. У нас там в оригинале все-таки какой-то штампованный металл, как я понимаю. И ему можно смело применить тактику лени. Ленивая тактика — это если не устраивает сетка и хочется что-то сгладить,
делаем VDB from polygons. Естественно, здесь надо подобрать voxel size такой, чтобы у нас прорисовалась геометрия. Делать это проще всего сразу VDB конвертом и смотря на финальную геометрию. То есть вот такая у нас геометрия получается. Очевидно, слишком большой voxel size. Делаем вот так, и вот это уже на что-то начинает быть похожим. Отключаем отображение сетки, смотрим, как у нас все это выглядит. Сюда в процессе можно добавить VDB Smooth. Наверное, даже Smooth FDF с небольшим каким-нибудь значением. Ну, типа такого. И вот это прям похоже. Может быть, можно еще чуть-чуть уменьшить voxel size, будет побольше детализации. Но также добавится вот это вот, не знаю, как называется, полосоньки вот эти. Наверное, что-то среднее нас устроит. Типа как-то так. Так как мы все равно используем VDB, можно здесь сверху в свипе тупо добавить количество колонок. Ну, допустим, умножить тут на 4. И у нас вот эта вот вся полосатость уйдет. И будет больше возможности настраивать VDB from polygons так, как мы хотим. Маленькие значения стандартно меняются на такую вот запись. Соответственно, это 75 умножить на 10 в пятой степени. Минус 5. Соответственно, сюда ставим, допустим, пятерочку, чтобы уменьшить voxel size и сделать более резкую геометрию. И вот это уже выглядит прям красиво. Ну и можем это отдать на мерч, посмотреть, как все выглядит целиком. Вроде бы неплохо. Я не уверен насчет штырьков. Идем вот сюда в свип. Вот сюда. В свипе щелкаем на прямую линию. Ставим здесь, допустим, B-spline. Получаем более плавный градиент. Ну и, соответственно, более плавные вот эти вот штырьки. И это уже на что-то похоже. По-моему, там еще в оригинале здесь какие-то разрезы есть, но, по-моему, это уже не очень обязательные детальки. Вот такое вот дерево логично вызывает один вопрос. А нафига такое моделить в Houdini? Да, в целом, конечно же, не нафига. Но если вдруг захочется сделать очень много ламп разных размеров, то техника пригодится. До нормальной процедурности здесь не хватает буквально пары связок. Ну, то есть, допустим, где-то здесь мы там руками просчитывали вот этот 0,3, хотя тут надо поставить пик плюс полиэкструд. Ну и еще там, наверное, пара таких же связок тут не написано. А если немножко пошаманить, чуть усложнить сетап, то на вход можно будет подавать еще и кривую линию, и тогда лампа будет абсолютно любой формы. Это, кстати, интересно. Но если это не только мне интересно, то обязательно пишите об этом в комментариях. Если комментариев будет достаточно много, то сделаем версию лампы, которая будет гнутая. У нас тут все супер прекрасно, только крышка сейчас есть только на верхней части лампы. Справедливости ради, для той анимации, которая была в рефе, нам не надо ничего больше. Но если уж делать по-человечески, то нам нужно отразить вот эти вот крышки вниз. А точнее отобразить и всю лампу, потому что там не только крышка нужна, но и вот этот вот изгиб на колбе. Делаем это с помощью ноды Mirror. Направление у нас должно быть по вертикали. Вот у нас тут что-то отразилось. Но выглядит немножечко странно, потому что надо вот здесь не просто Mirror включить в Operation, а Clip. Primitives and Mirror. Тогда он их как бы порежет где-то в центре. То есть вот здесь, вот он, стык. Оставит верхушку и добавит низ. Ну, короче, в общем, все будет хорошо. До этого процесса нам нужно немножко озадачиться группировкой, чтобы дальше мы могли назначать разные материалы на разные элементы. Так как мы нынче работаем в основном в Solaris, мы для этого будем использовать ноду Name. То есть назначать атрибут имени. Вот это у нас колба. Пускай будет outside. Вот это снаружи, это у нас внутрянка, которая будет светиться. И она может смело называться inside. Дальше у нас есть cap. Вот это у нас cap. И дальше вот эта ерундень, это у нас штырьки. Пускай будет pins. Если мучают сомнения, что Mirror все передает правильно, добавляем сюда ноду color. Ставим здесь класс Primitive, потому что по умолчанию вот эти все имена назначаются на примитивы. Дальше выбираем здесь Random from Attribute и в качестве атрибута указываем атрибут Name. Теперь видим, что у нас разный цвет на разные неймы. Ну и если мы вниз промотаем, там мы видим точно такие же цвета. Значит, все атрибуты передались верно. Но это так, чисто для контроля. Я не подоткнул вот эту внутреннюю колбу.
сюда в мерч, потому что ее не обязательно миррорить. Но от того, что мы ее тоже замирруем, страшного ничего не произойдет. Поэтому можно и так, и сяк. То есть либо просто после mirror еще один мерч, либо вот так. Ну и правило хорошего тона, атрибут delete, и удаляем вообще все атрибуты. Нам в данном случае не нужны никакие. Добавляем после этого ноду normal. Она по умолчанию должна сделать все более-менее красиво. Тут еще в конце стало понятно, что у нас вот здесь вот торчит кусочек внутренней трубы. Ну и применим к ней то же самое, что мы делали с основной трубой. Чуть-чуть трансформируем ее. Только, наверное, в данном случае можно даже побольше. Она нам все равно там особо не нужна. У меня выключился боковой свет, поэтому перейду на шепот. Вот здесь в ноде Attribute Delete надо только исключить удаление атрибута name, потому что он нам нужен. Мы его зачем-то же создавали. Я включил обратно свет, в том числе на улице, можно продолжать. Думаю, есть смысл собрать какую-то первую композицию, настроить хотя бы базово свет и материалы, а потом продолжить с атрибутами. Если опираться на реф, у нас несколько таких ламп в композиции, и они все ромбиком расположены. Вот мы сейчас сделаем ромбик. Ромбик — это у нас грид. Размер мы сразу сделаем какой-нибудь маленький, ну типа 10 сантиметров на 10 сантиметров, например. И число колонок и рядов поставим по 3, чтобы у нас было 3 лампы в одну сторону, 3 в другую. Грид получается вот такой, и каждая точка на этом гриде — это и будет точка, на которую мы скопируем нашу лампу. Для копирования мы используем Copy to Points. Здесь сразу переключаем галочку Pack an Instance, вставляем наши лампы, вставляем точки. Получаем что-то вот такое. Не совсем то, что нам нужно. Нам нужно не учитывать трансформацию нормалей, нам вообще плевать на эти нормали, просто отключаем вот здесь вот галочку Transform using Target Point Orientations. И у нас получается вот то, что получается. Теперь, чтобы мы сразу правильно смотрели как бы с фронтальной камеры на ромб, сделаем здесь трансформ, который сделает из грида, то есть из квадратика, ромб. Это, соответственно, поворот на 45 градусов относительно вертикальной оси. То есть вот так. И теперь сделаем второй трансформ, просто чтобы было удобнее, которым вот так как-нибудь на глаз сделаем необходимый наклон. Ну и вот. Получается композиция, примерно как на рефе. Возможно, размер слишком маленький. Скопируем вот этот параметр, вставим вот сюда и покрутим его чуть-чуть в минус. Ну, типа так. С этой конструкцией можем уехать наверх, в Solaris. Когда мы работаем с инстансами, а мы поставили галочку Pack an Instance в Copy to Points, нужно проверить, как эти инстансы передаются в Solaris в качестве иерархии. В качестве. То есть в какой иерархии они передаются. И в данном случае каждый объект мы видим как отдельный объект. Это не совсем то, что нам нужно. Если бы мы поставили много ламп, можно было повесить случайно комп при выходе в Solaris. Это нормально, это не страшно, это очень легко чинится. Переходим вот сюда в Import from SOPs. Открываем вкладку Primitive Definition, здесь находим Packed Primitives, ставим его активным и используем здесь Point Instancer. Тогда у нас вот здесь будет один прототип, то есть ровно один объект, то есть одна лампа со всеми внутренними неймами, но при этом у нас инстансов будет какое-то количество, и это очень-очень удобно. С этим уже можно безболезненно и быстро работать. Добавляем сюда какой-нибудь DOM-Light, просто для начала. Добавляем сюда камеру. Переключаемся сразу на камеру, фиксируем ее и едем куда-то наверх, где у нас лампы. Камера у нас, естественно, клипует. Если так происходит, переходим вот сюда во View, во вкладочку. Находим здесь параметр Clipping Range и минимальное значение уменьшаем, чтобы не клиповало. Ну, допустим, вот так. У нас там катастрофически ровная геометрия была в оригинале, и по моим ощущениям еще и focal length, то есть фокусное расстояние, было побольше. Сделаем, допустим, 100. Сделаем как-нибудь вот так, примерно по центру. Запустим карму, посмотрим, как это все выглядит. Ну, как будто бы не очень плохо. Как будто бы можно еще чуть-чуть скорректировать позицию. Ну и вот, наверное, на таком примерном результате можно остановиться. Кажется. Покрупнее чуть-чуть. Типа да. Я быстро еще раз глянул на реф и понял, что у нас тут, во-первых, 4 лампы с каждой стороны. То есть сюда надо поставить 4 и сюда 4.
получится вот так. Наверное, значение можно чуть-чуть увеличить, чтобы они стояли не так плотно. Ну и камера у нас стоит чуть-чуть подальше в рефе, чтобы мы видели сами трубки. Ну, как-то, наверное, пускай будет, допустим, так. Теперь сделаем Dome Light совсем-совсем блеклым. Добавим Area Light и попробуем его поставить хотя бы примерно как в рефе. На всякий случай, вот реф. Есть ярко выраженный свет, рисующий слева. Есть блики слева и справа. И, возможно, еще есть контровичок. Начнем как раз с ярко выраженного света сбоку. Переключим вот здесь в Diffuse, поставим, начнем что-то щелкать и найдем положение света такое, чтобы этот самый ярко выраженный свет появился. Ну, возможно, вот примерно как-то так. У нас лампы длиной 1 метр, мягкость света напрямую зависит от соотношения размеров. То есть если у нас источник света будет, допустим, 2 на 2 метра, будет чуть-чуть помягче. Наверное, можно попробовать это сделать. Выделяем Area Light и прямо вот здесь вот руками вписываем ширину и высоту побольше. Ну вот это, кажется, чуть больше похоже на референсный свет. Переименую этот свет в K-Light, просто почему бы нет. Скопирую его и из нового сделаю тоже высокий источник света, но очень узкий. Допустим, вот так. Поставлю здесь режим Specular и попробую найти какую-то точку, которая даст мне нужный блик. Блики на стандартном материале, может быть, видны не очень, поэтому куда-то вот сюда наверх добавим сейчас материал Library с базовым материалом Karma. Назовем его, допустим, Base. Здесь сделаем Specular на побольше, типа вот так. И через материал Linker назначим этот материал на всю геометрию. Вот наш Base материал. Вот наши лампы. Прям на все лампы и вот так вот и накинем. Единственное, что я бы вот здесь сразу поменял бы оттенок на какой-то серенький. Вот такой, чтобы пока что не видеть пересветов. Пока что отключаем наш основной рисующий свет. Берем вот этот, переключаемся еще раз в Specular и пытаемся понять, он вообще работает или нет. Ну, как будто бы да, но что-то слишком мягко. Если слишком мягко, значит, он у нас находится слишком близко. Или он слишком большой. Пробуем еще раз. Я как будто бы идиот, и вот здесь в Base материале сделал roughness, наоборот, большую, а надо было сделать маленькую. Ну, бывает, ладно. Теперь у нас видны блики, и вот этим источником света можно корректировать, насколько эти блики правильно прорисуются. От дальности блики практически не будут изменяться, а вот от размеров источника света будут. Задача на этом этапе подобрать базовое расположение по бликам. Вот это блик номер 1, и вот это будет блик номер 2. Его мы поставим с другой стороны, и ему яркость сделаем, допустим, вдвое меньше, может быть, еще меньше, чтобы сохранить общий рисунок. Ну и теперь можно включить обратно рисующий свет, и у нас сходу уже что-то более-менее симпатичное получилось. Теперь, если мы переключимся обратно в Base материал, чуть-чуть поднимем roughness, мы увидим, как у нас блики станут более такие плотные, более широкие, и можно будет все это донастроить, потому что в оригинале и стекло чуть-чуть матовое, и вот эти вот крышечки, они тоже еще более матовые. Прежде чем мы продолжим, создам быстро Karma ноду, сделаю здесь какие-нибудь стандартные настройки, пока оставлю 1280, поставлю сюда что-нибудь типа 2.48, это не очень важно, потому что все равно адаптивный сэмплинг будет делать всю работу за нас. И для тестов 6 сотых по трэшхолду должно быть достаточно. Дальше, естественно, включаем какой-нибудь денойзер, получаем быстрый, понятный результат. Вот там за 1 секунду что-то происходит. И вот теперь можно собрать несколько разных материалов. Опять Karma Material Builder. Пускай здесь у нас будет, допустим, Metal. Потом будет отдельный на Pins. Pins. Дальше пускай будет отдельный на глаз и отдельный на эмиссив. Вот как-то так. Металлу мы, естественно, сделаем metalness на полную.
цвет поставим какой-нибудь вот такой. Specular сделаем, ну, где-нибудь в серединку. И вот это попробуем сразу применить. Для pins мы сделаем тоже metalness на максимум. Цвет какой-нибудь условно золотой. Можно ввести правильные айвары, но мне лень. Если интересно, что такое правильные айвары, смотрим ролик про LookDev. Где-то он тут должен появиться или нет. Дальше глаз мы делаем пока что просто каким-то не идеально белым и каким-то не идеально глянцевым. А потом уже будем докручивать. Ну и эмиссиев мы пока вообще не трогаем, наверное. Теперь переназначим материалы. Так как мы вот этот вот материал Base назначили на верхнюю геометрию, то теперь у нас все, что внутри мы переназначим, будет иметь приоритет. То есть если мы сейчас возьмем, допустим, вот металлический материал, назначим его на кэпу, кэпы у нас перекрасятся. Все, что внутри, имеет приоритет над тем, что снаружи. Это важно просто для того, чтобы понимать, а что происходит. И это удобно. Например, бейс можно сделать красным, и тогда все, что без материалов, будет подсвечено красным. Дальше, соответственно, для пинсов мы используем пинсы. Для глаза мы используем outside. А для эмиссива мы используем inside. Но вот у нас что-то начало происходить. Начнем с того, что явно не хватает контрового источника света. Добавим, наверное, вот этот, только, наверное, какой-то нормальной толщины. И попробуем поставить его сзади. Источник света, спекулар и куда-то вот туда. Это уже сильно больше похоже на реф, но в рефе как будто бы контровичок помягче. Во-первых, нет таких пересветов, а во-вторых, вот эта теневая часть, она все равно хоть чем-то, но заполнена. Соответственно, попробуем здесь увеличить значение, допустим, на 3 на 3, а интенсивность сделаем сильно меньше. Может быть, даже еще меньше. Но это совсем мало. Вот что-нибудь типа такого. А еще можно прям вот так перетащить источник света, заблокировать его и попробовать найти точку, с которой мы будем светить так, чтобы захватить не только самые крайние лампы. Ну и дальше, соответственно, переключаемся в камеру. Я тут очень близко подъехал, поэтому, естественно, интенсивность надо будет опустить еще сильнее. 3, 4, 5. Ну вот что-то, наверное, подобное будет вполне себе похоже на реф. Общую яркость все равно предстоит поправить. У нас есть вот этот вот основной рисующий свет. Он у нас как будто бы слишком сильно выделяется, либо вот этот вот блик его слишком усиливает. Поэтому, наверное, просто блик мы сделаем послабее раза в 2, а может быть даже больше, чем в 2. Вот так. Противоположный блик сделаем тоже послабее, может быть, раза в 4, чтобы он не бросался в глаза. Ну и вот это уже на что-то плюс-минус как будто бы похоже. Может быть, все-таки контровичок чуть-чуть побольше. Нет, лучше этот контраст добавим на посте. Сейчас мы еще сразу Dome Light выведем Visibility. Сделаем так, чтобы мы его видели. Типа вот так. И, наверное, сделаем его еще темнее. Вот, почти черный. Отключим нафиг отображение источников света и сетку, чтобы видеть более чистую картинку. Будем считать пока, что свет плюс-минус стоит. И поработаем над материалами. Первый материал — это наши крышечки. У них тут есть главный параметр, это roughness, и он в рефе сильно прям больше, прям сильно. То есть вот эти вот боковые блики, они там сильно мягче. В рефе крышечки прям сильно контрастнее, попробуем сейчас этого добиться. Отключим пока вообще Keylight, чтобы очень сильно увеличить яркость левого блика, чтобы вот эти вот части стали примерно такими же контрастными, как и на рефе. Но на рефе они еще и шире, поэтому, видимо, поставим здесь толщину все-таки исходную, единичку. А может быть даже больше, типа вот так. Это чуть больше похоже на реф, но, естественно, яркость из-за изменения размера очень сильно пострадала. Да, сделаем как-то поменьше, может быть, вот так. Будем смотреть только на этот блик, на сами цилиндрики, на вот эти колбочки нам пока плевать. Подобная проблема у нас и со вторым источником света. Тоже сделаем его потолще. Наверное, не так сильно, как предыдущий, то есть не 2 метра, а все-таки 1 в ширину, но вот так как будто бы похоже.
Теперь у нас есть еще не очень замечательный контровой, без которого, кстати, довольно прикольная картинка, но тем не менее, который хорошо бы тоже как-то донастроить по позиции. Несмотря на то, что я его двигал руками, попробуем сейчас все-таки протыкать его вот этим спекулером. Может быть, таким образом получится найти какую-то позицию, в которой именно блик от него будет красиво располагаться. Ну вот как будто бы стало поприятнее. Что еще я сходу вижу на рефе? У нас сильно плавнее скругление вверху этих шапочек. Поэтому пойдем в нашу геометрию, найдем здесь шапочку. Шапочка у нас вот. У нее есть основное скругление. Это вот это. Поставим здесь, допустим, раза в 2 больше. То есть, чтобы получилась вот такая вот шапка. А может быть даже еще больше. 15 пускай будет. Уедем теперь обратно в Stage и посмотрим. Ну, надо только переключить флажок Visibility, а чтобы с этим не мучиться, вот сюда добавим ноду Output. Теперь, где бы ни стоял флажок, мы всегда будем видеть финальную геометрию. Ну вот так. Стало гораздо интереснее и гораздо ближе к рефу. Что критически смущает? Ну, понятно, что тут денойзер включен, и какая-то часть детализации просто теряется из-за него, но очень плохо видна вот эта вот выемка прямоугольная, которая в центре. Соответственно, сделаем ее поглубже. Она у нас вот определяется вот этой вот карв, сделаем ее, ну, видимо, чуть-чуть побольше. Что тут, 7 поставим, например. Посмотрим, стало ли приятнее. Ну, как будто да, заметнее, как минимум. Теперь чуть-чуть скорректируем цвет металла пинов. Он у нас какой-то слишком желтый, сделаем его более оранжевым, наверное, более темным. Ну вот что-то типа такого. На колбы я пока не обращаю внимания, нам все равно их делать полупрозрачными, поэтому плевать, что тут пересветы. Мы сейчас займемся тем, чем очень хотелось заняться. Для чего вообще придуман Houdini. Добавим немножко искажений геометрических прямо вот в эти крышечки. То есть пойдем куда-то вот сюда. Вот у нас крышки, и перед тем, как они у нас в виде бишатся, посмотрим, какая у нас сетка. Ну, такая. Эй-эй. Типа не идеально. Что хочу сделать? Хочу добавить небольшой атрибут noise по позиции. Допустим, вот сюда. P. Посмотрим. Очень сильная амплитуда, поэтому все уехало далеко-далеко. Сделаем как-то так. Element size сделаем крохотный. Типа так. Range values сделаем zero centered. Амплитуду сделаем еще меньше. Ну, то есть как-то вот так. И, наверное, все-таки element size типа побольше. Сейчас найдем какие-то значения. Может быть, вот так. Выглядит достаточно прикольно. Если теперь посмотреть на это после VDB, как будто бы стало поинтереснее. Тут, правда, у нас немножко опять появились вот эти вот непонятные вертикальные полоски, но, может, это даже хорошо. Это чуть больше, как будто бы, похоже на крышечку. Но, может быть, чуть-чуть сильновато. Вот так. И посмотрим теперь это в рендере. Мелочь, конечно, а приятно. Если особенно приблизиться, тут местами будет прям заметно, что у нас есть небольшие искажения, и, по-моему, это скорее хорошо, чем плохо. А может и не очень заметно. Ну нет, вот неровность. Классно. В общем, в любом случае нам это практически ничего не стоило, почему бы не попробовать. Теперь уходим, наконец, в материал, который про свет. То есть про стекло. Про колбу, в общем. Во-первых, есть смысл сначала сделать какой-то эмиссив, как-то его запустить, то есть переключаемся в emission, ставим здесь, допустим, 2 по эмиссии, может быть, немножко зеленоватый такой вот свет сделаем. Ну, типа вот, не знаю, какой-то мерзотно-зеленоватый. Типа так. Может быть, эмиссию даже сразу сделаем побольше, и понятно, что пока она не видна. Теперь надо уйти в глаз, пойти вот сюда в Transmission и поднять трансмиссию. Сразу что-то засветилось. Вопрос теперь, как подобрать все эти параметры между собой. Ну и, конечно, денойзер очень смешно отрабатывает после всего этого свечения. Во-первых, логично, что трансмиссия должна быть достаточно большой, чтобы стекляшка вообще пропускала какой-то свет. Теперь вот здесь на материале стекла нажмем Ctrl-1, это будет наша QuickMark 1. На материале эмиссии нажмем Ctrl-2, и теперь по единичке можем переключаться на стекло, по двоечке на эмиссию. И так нам будет чуть-чуть проще все это подстраивать одно под другое. Вот, например, на эмиссии можно все-таки сделать поменьше свечения, наверное, еще поменьше.
Ну, может быть, все-таки 2. По моим ощущениям, стекло должно быть все-таки менее прозрачным, сильно менее прозрачным. Наверное, как-то вот так. А внутренняя светящая часть должна быть покороче. Чтобы она стала покороче, логично, что нам нужно уйти вот сюда наверх, найти эту самую часть и сделать ее покороче. Ну, пускай будет, допустим, может быть, вот так, 95. Ну вот, там что-то начало появляться. Наша задача теперь придумать, как сделать так, чтобы там было плавное такое перетекание, как на рифе. Наверное, еще и диаметр можно сделать поменьше. У нас тут 0,6. Попробуем сделать, наверное, вообще 0,4. Ну вот, да. Внутренняя часть теперь у нас вот там как-то плюс-минус светится. Мы только не закрывали ей верхушки. В данном случае применим грид, чтобы у нас были скругленные края, и там должна быть такая полуокружность. Ну вот, оно стало помягче уже, само по себе. Сразу становится очевидно, что все-таки стекло у нас сейчас слишком прозрачное, то есть оно не может быть таким прозрачным. Если мы просто его опускаем влево, то это не совсем тот эффект, который нам нужен. Вместо этого я подниму внутреннюю roughness стекла, и будет вот что-то подобное. Уже очень даже и симпатично. Может быть, еще побольше подниму. Внутренняя roughness не будет влиять на блики снаружи, она именно внутренняя, и поэтому будет появляться вот такое вот красивое внутреннее свечение. Ну и даже при этом можно все-таки чуть-чуть опустить трансмиссию, как-то вот так, и это вроде как неплохо выглядит. Естественно, у нас слишком слабое свечение, сделаем его посильнее. 4, может даже совсем сильно. Ну вот, даже на десятке выглядит вполне себе приемлемо. Ну, разве только что очень сильно насыщенный цвет. Вот как-то так, наверное, будет окей. У нас организовался очень сильный пересвет слева. Сразу подумаем, как его поправить. Ну, если мы не особо можем сейчас повлиять на стекляшку, она у нас и так не идеально белая, можно сделать ее еще чуть потемнее, ну, допустим, вот так, но это принципиально погоду не поправит. Тогда мы чуть-чуть возвращаемся к металлу. То есть идем наверх и уменьшаем яркость источника света слева, типа вот так. Наверное, и источника слева-справа мы тоже чуть-чуть подзабьем. Контровичок, ну, пускай у нас пока будет, может даже наоборот его, ай-яй, это много, чуть-чуть подувеличить, может и 5. А теперь как раз металл мы сделаем чуть-чуть посветлее, чтобы скомпенсировать то, что мы только что чуть-чуть затемнили источники света. То есть идем в металл, здесь просто добавляем яркости. Немножко. А может быть. Да нет, правда добавляем. Как-то так. В рефе есть синее свечение. Вот здесь мы можем попробовать включить именно такое свечение. Поставить здесь может быть побольше, типа 25, может быть 50. Ну и вот это выглядит вполне себе неплохо. Немножко глоу на посте, и будет прям совсем ура. Ну и, естественно, наш исходный цвет, который тоже с максимальной яркостью, будет выглядеть очень даже и неплохо. Наша задача еще проверить, что будет с колбами при полностью выключенной эмиссии. Они должны выглядеть тоже хорошо. И вроде как так и происходит. Меня все еще очень сильно смущают крышки. Мне кажется, на них недостаточно бевелов, на особенно верхушках. Поэтому вернусь в геометрию и чуть-чуть все это поправлю. Первое, что я сделаю, это чуть-чуть обратно увеличу амплитуду для нойза, чтобы крышка была покривее. Второе, вот здесь вот в VDB from Polygons я обратно увеличу, точнее, размер вокселей, если смогу напечатать точку, чтобы все детали были такие более пухлые, более гладкие. Может быть, даже еще повыше сделаю. А может быть и еще. Ну, типа вот так. И VDB Smooth можно включить на 2, а может быть даже на 3. Вот это дает нам вот эти вот скругления, которые мне очень хотелось получить. Ну, как будто бы прикольная крышечка. Посмотрим, стало ли лучше. Ну да, однозначно становится лучше. Больше прорисовываются всякие детальки. Чтобы еще чуть больше прорисовать форму, вот этот вот контровой свет я немножко попробую сместить на угол. Вот как-то так. Может быть, теперь, если его чуть-чуть подвинуть назад, будет больше похоже на референс. И, наверное, поменьше яркость. Ну вот, что-то типа такого.
Тогда можно даже попробовать обратно включить рисующий свет, и это уже будет выглядеть достаточно гламурно и даже в целом очень похоже на реф. Итак, небольшими итерациями мы дошли до уже очень-очень симпатичной картинки. Чего принципиально не хватает? Ну, во-первых, рандомного свечения, у нас сейчас оно полностью выключено, а во-вторых, рандомного поворота вот этих вот колбочек-лампочек. Начнем с простого, с рандомного поворота. У нас поворот вообще в целом задается вот здесь в Copy to Points. То есть идем сюда, смотрим и будем сейчас на это как-то влиять. Самый простой способ сделать рандомный поворот — это вот на эти точки добавить ноду Scatter and Align. Где-то там у нас. Вот Scatter and Align. Нам нужно ее переключить в режим Add Attributes to Existing Point Cloud. Point Cloud, то есть облако точек, это у нас вот. Подключаем сюда и сюда. Он тут на что-то ругается, и ругается он на то, что нет нормалей. Ну, соответственно, нормали мы возьмем да добавим. Нам же не сложно. Мы вот сюда добавим point normals. Все, не ругается. Теперь вот здесь в Copy to Points нам нужно обратно включить галочку Transform Using Target Point Orientations, чтобы мы все-таки использовали ориентацию из точек для того, чтобы ориентировать, собственно, нашу геометрию. Ну и тут сразу есть проблема. Scatter and Align у нас тоже поиспользует эту нормаль. Но эта нормаль у нас поворачивается, когда мы поворачиваем вот так вот нашу сетку. А нам нужно, чтобы нормаль всегда смотрела наверх. Поэтому вместо вот этой ноды Normal мы сделаем после трансформации руками нужную нам нормаль, сделаем атрибут n равный и просто в фигурных скобках напишем 0, 1, 0 и поставим в конце точку с запятой. Переподключим. На отсутствие нормали у нас ничего не ругается, и как бы теперь не были повернуты вот эти вот все точки, нормали будут смотреть наверх. Попробуем подключить и посмотреть на результат. Ну вот. Нормали однозначно как надо. Теперь в Scatter Align можно вот здесь вот сделать Rotation Around Normal. Ставим здесь 360, и у нас рандомный поворот на все инстансы. Красиво. Теперь просто выравниваем вот эти ноды между собой. Можем еще проигнорить вот эту нормальку, и у нас уже неплохая конструкция получается. Теперь надо на эти точки еще накинуть какие-то атрибуты, которые будут заставлять рандомно светиться наши лампочки. Чтобы придумать логику атрибутов, надо просто чуть-чуть поразмыслить. У нас есть основной свет, то есть яркий свет. У нас есть приглушенный синий свет. И вот у основного света есть еще нарастание. В конце, возможно, мы захотим его сделать. А еще есть лампы, на которых вообще не включен никакой свет. И учитывая клевые мерцания, постепенные включения и выключения, я бы тут вообще порекомендовал бы использовать SwapSolver. Но у нас и так уже урок затянулся, поэтому сделаем попроще. Первым делом сделаем атрибут Randomize. Добавим его вот сюда. Да, он изначально будет у нас влиять на цвет, ну, это, наверное, даже и не страшно. Нам нужно выбирать из всего двух состояний выкл и вкл. И, собственно говоря, это все. Ставим один dimension, ставим сюда какой-то потом атрибут, пока можем на него посмотреть вот так визуально через цвет, и осталось только порегулировать global seed, то есть вот изменяя вот это значение, у нас соответственно, включаются и выключаются лампочки. Чтобы сид менялся, например, каждый кадр, пишем просто floor, то есть округление вниз от $FF, деленное на 5. Ну и получаем вот такую вот штучку. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять и так далее. Каждый пятый кадр что-то меняется. Красиво. Это раз. Этот атрибут мы назовем on-off. Следующий атрибут примерно такой же. Тоже можем сначала посмотреть его через атрибут цвета, только мы будем регулировать синий или основной цвет. По сути, это тоже два значения, 1 или 0. И просто чтобы они не пересекались друг с другом, вот сюда прибавим любое значение. Пускай будет 992. И так как изначально вот этот делитель одинаковый, то и меняться лампы будут тоже одинаково. То есть каждый раз они будут переключаться, одни будут выключены, другие включенные, ну и комбинация синего света и белого света тоже будет разная. Этот атрибут мы назовем, допустим, blue. Почему бы нет? А следующий мы сделаем атрибут noise, а не randomize. Тоже добавим его сюда. Надо очень сильно уменьшить element size. На всякий случай можно даже вот так. И тут нам надо очень внимательно посмотреть на цифры. Введем название атрибута, пускай, допустим, будет
bright пойдет. Посмотрим сюда в Geometry Spreadsheet, где-то у нас тут bright, нам не нужен вектор, нам нужен float, вот так. И нам обязательно нужно, чтобы здесь были какие-то разные значения, но все в пределах от 0 до единички. В принципе, так и происходит, этого нам должно быть достаточно. Если мы уже назвали как-то атрибуты, чтобы их увидеть, мы можем поиспользовать в визуализаторе через цвет. Первое, можно вот сюда, допустим, добавить ramp from attribute, атрибут сделать bright, если я правильно помню. И вот у нас получается атрибут bright выведен в такую вот черно-белую карту. Даже удобно смотреть. Ну и этот атрибут нам надо как-то проанимировать. Либо вот так, либо через анимацию. Можно просто сделать анимацией, посмотреть, как это будет мерцать. В целом, как будто бы окей. Теперь осталось поиспользовать все это в шейдере. Идем наверх, идем в Material Library и идем в Emission. Ну или можно было просто нажать 2. Чтобы забрать какое-то значение, мы используем ноду MaterialX Geometry Property Value. Назвать мы должны первый наш параметр on-off. Он у нас будет влиять на вообще эмиссию вкл или выкл. Но так как значение эмиссии мы будем потом брать из другого атрибута, который называется bright, то нам нужно просто перемножить тот самый bright на вот это наше значение. То есть мы берем вот это, умножаем на вот это. Если у нас on-off, на всякий случай можно вот здесь переименовать и вот здесь переименовать, чтобы было понятно. Если у нас on-off равен нулю, то и brightness равен нулю. Если on-off равен единице, то brightness равен тому значению, которое есть у brightness. И вот это мы подключаем тупо в эмиссию. Пока ничего не произошло. Проблема в том, что brightness у нас сейчас стоит от 0 до единицы, и его, скорее всего, просто не видно. Добавим range, простой MaterialX range, чтобы диапазон от 0 до единицы преобразовать в какой-то нужный нам диапазон. Ну, допустим, пускай будет до 15. Пускай будет от 5 даже до 15. Вот, видим, что теперь некоторые лампы явно засветились. Если сейчас совсем непонятно, объясняю еще раз. Вот эта штука у нас просто включает, выключает свет. Но чтобы она работала, нам нужно ее перемножить на реальную яркость. Реальную яркость мы забираем с геометрии. Это атрибут bright. Вот его название. Дальше мы знаем, что этот атрибут у нас от 0 до единицы. Вообще в целом все рандомы, все нойзы базово работают так. От 0 до единицы. Соответственно, мы диапазон из 0 до единицы преобразуем в диапазон от 5 до 15, чтобы минимальное значение у нас было 5, а максимальное 15. Это еще не все. Теперь нам нужно сделать цвет. У нас есть два цвета. Сделаем абсолютное значение 1, укажем здесь цвет и выберем, у нас там был какой-то прикольный цвет, но мы сделаем его с 0. Вот это пускай будет blue, а второй точно такой же мы сделаем white. И укажем тут какое-нибудь понятное нам значение, сильно ближе вот сюда, чуть-чуть позеленее, ну, что-то, наверное, такое. Вот это будет белый цвет. Теперь у нас есть отдельный атрибут, который называется blue. Мы его и тут также переименуем, который отвечает за синий или белый свет. Так как у нас это значение, оно либо 1, либо 0, мы можем поиспользовать просто MaterialX Mix, просто воткнуть первый цвет сюда, второй цвет сюда, а в микс воткнуть вот это вот наше значение из атрибута blue. И теперь, если я вот это все смещу, оно нам не нужно, обратно в эмиссию воткну в emission color то, что получилось, некоторые лампы будут белые, некоторые будут синие. Ну, а некоторые вообще выключены. Все логично. А теперь самое прикольное. Нам нужно, чтобы лампочки, которые белые, светились сильно ярче, чем лампочки, которые синие. А все, что у нас есть, это от единички до нуля, то есть, точнее, вообще просто 0 или 1, без диапазонов, переключатель между одним и другим. И мы попробуем сделать просто. Вот эту яркость сделаем 2 раза. Первую для синего света, вот она у нас есть, пускай будет от 5 до 15, а вторую для белого света. Она у нас пускай будет, допустим, ну пока, чтобы мы однозначно увидели разницу, пускай будет от 50 до 60. Эти две брайтнессы мы совместим через Material Mix. То есть вот так. Только вместо материалов мы подключим вот эту brightness и вот эту brightness. А вывод из Material Mix засунем на Multiply.
И теперь у нас все работает. Еще раз объясняю. А дальше, если все еще непонятно, качаем проектик и смотрим. У нас есть какая-то яркость. Она просто в диапазоне от 0 до единицы. Мы ее переводим в две яркости. Первая для синих цветов и вторая для белых цветов. То же самое мы делаем с цветом. Вот синий цвет, вот белый цвет. И дальше мы берем атрибут, который у нас называется blue, просто потому что мы его так назвали, и подключаем этот атрибут в микс, как маску. То есть там, где этот атрибут равен единице, берется одно значение, допустим, вот это, там, где равно нулю, там вот это значение. И так как blue у нас атрибут одинаковый, подключаем мы его одинаково в два одинаковых микса, у нас точно так же, как смешиваются цвета, так и смешиваются яркости. Итого для одного цвета своя яркость. Но все это вместе перемножается с атрибутом on-off, чтобы либо включиться, либо выключиться вообще. Быстро прочитал 7 каких-то убогих кадриков с шумом. Видим, что схема работает, все включается, переключается. Дальше это можно донастраивать примерно бесконечно. Естественно, было бы неплохо на металл положить какие-то imperfections. Наверное, imperfections было бы неплохо положить также и на пины, и даже на стекляшку. На бликах будет заметно. Еще было бы классно на источники света тоже положить какие-нибудь текстурки, напоминающие какие-то реальные софтбоксы. Будет реалистичнее. Ну или просто использовать хорошую HDRI-карту. Но особенно для обучения очень полезно получить максимально, возможно, крутой результат простыми ручными действиями. А уже потом читерить, используя всякие красивые чужие HDRI и так далее. Все. Урок уже и так достаточно долгий. Подписывайтесь на телеграм-канал и ждите анонса. Прям уже скоро будет на 3-й поток курса.